Моих вопросов в фильмах не будет, будут только ваши ответы, поэтому постарайтесь. Ну, то есть я буду вопросы задавать, Все понятно. То есть повторять смысловую часть полными вопроса, да? предложениями просто отвечайте, чтобы Постараюсь. мы контекст понимали. Мы с самого начала тогда начнем. И лучше всего, если вы меня будете поносить. Знаете, я чертовски не люблю редакторов, там, которые со мной соглашаются. Скажите, не трепи вот так, а о том, и я вас пойму. Хорошо, буду поносить. Хорошо. А расскажите, пожалуйста, когда вы вообще впервые, услышали фамилию Ельцин? Вы знаете, я был советским человеком и чертовски обрадовался, когда услышал фамилию Горбачев в сочетании с перестройкой, гласностью. А потом, когда он выступил по поводу Чернобыля, мне стало стыдно за то, что я его полюбил с первого взгляда, понимаете, в 1984 году где-то. И вот тогда я что-то услышал о том, что есть другой человек, что есть Ельцин. Но я очень боялся, что он будет похожим на Горбачева. А потом мне повезло, кроме слухов, ну, это всегда мифология, она распространена у нас была в Советском Союзе, как и сейчас. Потом я увидел Ельцина воочию в мае 1989 года, когда стал народным депутатом СССР. И вы знаете, он мне больше всего понравился за то, что его многие там осуждали за его пороки. А Горбачева никто за такие пороки не осуждал. Он, значит, никогда там не отличался там, ну, выпивкой какой-то. Он не был душопарень. И вот когда я услышал, что есть такой человек, который, я вижу на трибуне, рассуждает очень прилично, посещает Соединенные Штаты, привозит там 1 миллион шприцев для больных и просто объясняет, вот, говорит, попутно вот это зацепил, и никакого снобизма, можно законтрачить с ним в холле вот Дворца съездов. Вот тогда я увидел, трудно мне дату назвать, это июнь 1989 года, он мне очень понравился. И с той поры я в нем не разочаровался ни разу, хотя осуждали его гораздо больше, чем хвалили. А вы помните его выступление на пленуме в 1987 году? Вы знаете, я тогда находился в этой состоянии дефектности, что я разлюбил Горбачева и думаю, вот этого еще полюблю. И потом разочаруюсь. Поэтому я не придавал такого значения вот этим всем выступлениям, хотя все вокруг кипело, говорили, и там, так сказать, и говорили, что это конец его, что так с партией поступать нельзя. Я, простите за откровенность, в это не верил. Так что я думал, что это какая-то игра. Вот. И пока я его не увидел и не послушал на съезде, простите, я им не восторгался. А у вас в то время не было понимания, что вообще весь, Советский Союз катится к финалу своей Вот, истории? по-видимому, вы фактически, по-видимому, вот это правильное толкование, что у меня не было понимания, куда катится Советский Союз, потому что я был довольно-таки преуспевающим физиком. У меня была работа, которая занимала меня с 7 утра до 11 вечера, интересная работа, и я вообще не имел никакого отношения к политике и считал всех буквально поганцами, тех, кто занимался политикой, потому что, ну, больше козлов, чем, допустим, секретарь горкома Минского, вот который, значит, говорил, что Чернобыль – это ничего. Я больше козлов не знал, чем партийные руководители. Поэтому я не очень обращал на это внимание и не был в восторге от тех поступков. А личный контакт уже, и я ведь пошел в политику, потому что это была шутка моих друзей. Я им поклялся, что я не сниму кандидатуру, когда они меня выдвинут. И уже когда я уже вынужден был войти в политику, вот тогда я начал присматриваться, на кого можно обратить внимание. Ельцин был на первом месте.
Ну вот в то время, в 88-м, в 89-м году, вам казалось, что это такой монолит, который устоит, что бы ни случилось, да? Знаете, мне не только в 88-м, 89-м это казалось, потому что нас ведь учили, что великий Ленин, значит, когда ему сказали, что вы штурмуете, ведь перед вами стена, а он сказал, стена да рыхлая, ткни и развалится. Я был убежден, что СССР – это такая стена. Наш Олесь Адамович писал о том, что это ощетинившаяся ракетами структура, которая угрожает всему миру и которую поколебать нельзя. Я был убежден, что за время моей жизни с Союзом ничего не произойдет. И я был убежден в этом фактически до Беловежской пущи. А в 91-м году, в преддверии путча, у вас было какое-то ощущение, что готовится какой-то переворот, что что-то будет? В преддверии путча была очень интересная вещь. Понимаете, я разочаровался в Горбачеве в мае 86-го года, когда он описывал, что такое Чернобыль. Я профессионал, я заведовал кафедрой ядерной физики 20 лет, поэтому я знал, что такое Чернобыль, и был там вокруг и на местах в Беларуси. Вот. И меня, ну, разочаровывали многие, значит, советские политики. Я не надеялся на что-то надежное. Но когда произошел путч, я уже знал, кто такой Янаев. Понимаете? Потому что на съезде народных депутатов я ему задал вопрос: какая тема вашей кандидатской диссертации? И он не смог ответить. Если вы сделали научную работу и защитили кандидатскую диссертацию сами, то до гробовой доски вы будете помнить, какая у вас тема и как вы ее делали, если это честная работа. А если вам ее сделали прислуга, то вы можете не знать ее тему. Я понял, что это, в общем-то, тот хлюст, которому все сделано. И тот, которого тащит Горбачев, в котором я уже разочаровался, значит, ничего хорошего быть не может. И что из этой шайки может получиться, я тоже не знаю. Кроме того, я знал там еще кое-каких деятелей ККЧП. Всех, кроме Пуга, не подлежали никакому уважению с моей стороны, потому что я как-то о их деятельности знал. Поэтому я понимал, что это, в общем-то, шайка, которая хочет восстановить советские порядки. Я уже был народным депутатом в Беларуси. И я сразу понял, что такое путч, и сразу начал протестовать и требовать, чтобы председатель Верховного Совета собрал сессию, чтобы мы осудили этот путч. А председатель у нас был лопоухий, Дементей. Он был коммунистического воспитания. Он говорит: да нет, ребята, я только что звонил Лукьянову. Он не понимал, кто есть кто. А я уже знал, что такое Лукьянов. Понимаете, потому что я его слушал. Ведь фальшивый вопрос на референдуме 17 марта вот, 89 года, это же был вопрос, порожденный Лукьяновым. Понимаете, я знал, что это собралась шайка, которая хочет вернуть старые порядки. У меня сомнений не было. Поэтому и все противостояние, всех, кого мог, я организовывал, чтобы мы этому противостояли. А был страх какой-то, что они устоят и что все вернется назад? Вы понимаете, самое интересное, меня не раз спрашивали, не боялся ли Горбачева в тех или других ситуациях, не боялся ли вот этой ГКЧПовской шайки? Нет, не боялся. Понимаете, потому что они были трусливы насквозь. Я помню, я со Стародубцевым, оказалось, летел одним самолетом в Австрию. Но, знаете, меня поставили как народного депутата СССР. Значит, у меня был с собой значок. Я его снял, потому что я бывал до этого за границей, я читал лекции в зарубежных университетах. И там значок депутата – это украшение. Мужчинам украшение не к лицу. Здесь в первом классе сидит Стародубцев, его коллеги пьют вообще оглушительно эту самую водку. И все со значками. Ну, я тогда тоже свой значок прицепил. Слушайте, они по-иному начали себя вести. Они вдруг поняли, что я тоже народный депутат СССР, и что не подобает, в общем, в разнузности быть. То есть они трусливы были по природе, я это понял, я их не боялся. А уже после путча было какое-то ощущение, что вот теперь все, это конец? Нет. Что конец Союза? Конец Союза, я имею в виду. Вы знаете, у меня до сих пор нет впечатления, что конец Союза. Я ведь и книжку-то написал какую. Она называется «Моя жизнь. Крушение и воскрешение СССР».
И, по-моему, что ни шаг, то воскрешается, потому что это очень удобная система для правителей. Они могут чинить беспредел, и правового-то государства, простите меня за откровенность, я нигде не вижу на территории бывшего Советского Союза, кроме республик Прибалтики, и каких-то попыток в других местах построить правовое государство. Ну вот конкретно про Советский Союз. Провалился путч, и вот пройдет 3 месяца, и спустится советский флаг. Можно было это себе представить? Было это понимание? Или все равно казалось, что нет, это невозможно, просто потому что это невозможно по определению? Никогда у меня не было такого понимания, пока его действительно не спустили. Но, понимаете, символ-то убрали, а ментальность человеческая остается. И я думаю, в этом плане тут всегда по-иному объясняют родство э, русских, белорусов, украинцев, ну и вообще, скажем, россиян и иных, что у нас, значит, братство, дружба там и все, целуйся, и ничего больше не надо. Я это по-иному. У нас одинаковая дефектность. Нам нужен, не нам, не мне нужен, я уже перерос это, но большинству населения нужна какая-то сила, нужно мощное государство, нужен мощный правитель, у которого можно все просить. И у него все есть, и он может вам дать. А мы не живем по принципу нормального государства, что своими руками можно сделать, своей головой, своим трудом можно все сделать. И боюсь, что нам еще много лет нужно. И Беларуси, и России еще много лет нужно, чтобы это понять. Нам проще, кстати сказать. У нас нам работать надо, чтобы маломальски жить по-человечески. А в России есть что красть. Нужно искусно воровать, и всего хватит на всю жизнь. Скажите, а когда вы лично познакомились с Ельциным? Вот вы знаете, я задумывался даже часто, когда я с ним познакомился. э, Мимолетные встречи и контакты были в холле. Ну, я был тогда м, заместителем председателя Верховного Совета. Я стал заместителем председателя. А сначала, когда я был просто народным депутатом, я так с ними не соприкоснулся. Я э, с его коллегами там соприкасался. А когда уже стал заместителем председателя, мы соприкоснулись. Но не могу вам точно назвать дату, потому что этих соприкосновений таких малых было довольно много. Но, наверное, первое вот такое великое впечатление, это было 14 декабря, 14 декабря, когда были похороны Сахарова. И детально не помню, как, ну, в общем, по-моему, я впервые, значит, мне пожал Ельцин руку, мы поздоровались. Ну, может быть, кто-нибудь докажет, что это было и в более близкий день. Э, я просто, понимаете, я знал, что такое Сахаров. Я знал сущность его, м, его деятельности, сущность его открытия, сущность того, благодаря чему он сделал советскую водородную бомбу. Для меня он был великим физиком, понимаете, великим физиком. Я-то маленький физик, понимаете, ординарный, а он великий физик, и я его обоготворял, поэтому, простите, в тот момент я мог и не обратить внимания, что есть великий будущий президент России Ельцин, но у него не было никакого снобизма у Ельцина, он был хорош в таких контактах вот человеческих. А вы не помните какую-то первую ключевую встречу, где вы на самом деле поговорили и которая произвела на вас впечатление? Конечно, помню. Конечно, помню, и эта первая встреча была на госсоветах. Потому что что происходило? В сентябре 1991 года, как вы знаете, был создан высший орган СССР Госсовет. Его возглавлял Горбачев. Ну и были первые лица, будем так называть, что я был председателем Верховного Совета, где-то были президенты, где-то еще были председатели Верховного Совета. Это был Госсовет.
В Госсовете были разные люди. Некоторые, например, похлопывали меня по плечу в коридоре кремлевском и говорили: зачем вы так страстно выступаете, ведь на нас печать Аллаха, мы должны вести себя благородно, спокойно. Я не хочу даже называть фамилии, кое-кто ушел в мир иной, и давали мне такие вот советы. Ну, они все прошли партийную школу, понимаете, в чем дело? А Ельцин выступал всегда, ну, я бы сказал, я просто ждал его выступления. Иногда я даже опережал его, понимаете, но потом даже сожалел, потому что он, как правило, ярче это все подавал, так? То есть он лучше знал жизнь, лучше знал верхи. И вот, наверное, самая запоминающаяся встреча, это все-таки она произошла в Новоогарево 20 октября 1991 года, когда Горбачев принес проект нового союзного договора и раздал нам. Ну и попросил, значит, познакомиться и высказать мнение. Я все жду, что кто-то выскажет мнение, жду. На Ельцина смотрю, Ельцин не высказывает мнение. На Каримова смотрю, тоже не высказывает мнение. Никто что-то... Ну и во мне все кипит, понимаете, потому что я уже книжки-то почитал по политологии. Я-то хоть был физик, но... Ну и тогда я говорю, притом я говорю, как, мне же неудобно говорить, что это мое мнение. Я говорю: уважаемый Михаил Сергеевич, вы знаете, мне неудобно будет докладывать вот этот проект союзного договора, потому что здесь у вас, в общем-то, путаница понятий, дефиниции, в общем-то, не те определения, не те словарные нарушения. Вы называете конфедерацией фактически унитарное государство, поэтому мне неудобно докладывать Верховному Совету. У нас Верховный Совет очень грамотный, он, значит, это вряд ли может поддержать. Ну, значит, я затих снова, и тогда встает Ельцин. Он без этой, значит, деликатности, без этой аккуратности. Но смысл такой, что, Михаил Сергеевич, вы нам предложили ахинею какую-то. И, естественно, я не могу быть ее сторонником. И по пунктам разложил, что ему не нравится. Понимаете, у меня был эмоциональный такой подход. Я как бы несколько вытащил понятий оттуда, а он так системно. И тогда Горбачев встал и ушел. И Госсовет остался, значит, без председателя в Новоогарево. Ну и тогда я очень хорошо помню Каримов, понимаете, человек восточный, очень уважаемый человек, говорит: ну как же, Борис Николаевич, как же, Станислав Станиславович, вы нас поссорили с председателем Госсовета. Находите способ помирить нас, ступайте, находите его, мы вас будем ждать. Ну и все остальные закивали головой. И мы вдвоем с Ельциным пошли искать Горбачева. Вот здесь... А здесь я вспоминаю, что я ведь давно хотел встретить Ельцина один на один. Потому что у меня премьер нашего правительства говорит: слушай, ты там с Ельциным нормально общаешься, а он нам вот так нужен, позарез. Давай-ка уговори его к нам приехать. Если мы не уломаем его, чтобы нам подбросить углеводороды, значит, нефть, газ, мы замерзнем зимой, и нас снесут, и все из-за чьей-то чепуха. Ну, и здесь момент сложился, мы один на один. Я говорю: Борис Николаевич, у вас, конечно, замечательная осень, замечательная вот там балюстрада такая стеклянная, замечательная Москва-река. А у нас, говорю, тоже есть интересные места. Они, в общем-то, не похожи на ваши. Я слыхал, что вы охотник. Я хотел бы вас пригласить в Беловежскую пущу на охоту. Слушай, говорит, нормальное дело, все, договорились. Давай тогда пусть рабочая служба... да, и только одно. Ельцин никогда не обращался, в отличие от Горбачева, кому бы то ни было на «ты». В моем присутствии никогда не было. Он говорит: давайте, говорит, сейчас мы наши службы согласуют, когда мы встретимся с вами. И так мы и договорились. Я приехал, когда я сказал только это нашему премьеру Кебичу, он там чуть не подпрыгнул для потолка от радости. Ну и начали мы готовиться. Я попросил, чтобы, значит, как великий хозяйственник, наш премьер подготовил все соответствующим образом. Он подготовил все, там было питья, по-моему, можно было месяц глухо пить всем составом, который приехал туда, по-своему готовил. Вот, можно было там охотиться, быть в бане, где угодно. Ну, а я думал
о другом. И вот эта встреча моя с Ельциным, когда мы обо всем договорились. Мы нашли Горбачева, выпили по рюмке отборного коньяку там с Горбачевым, съели по виноградине, вернулись. Забрал Горбачев проект договора, ну и так мы разъехались ни с чем. А правда, что у Ельцина была какая-то особая аура, харизма, или какое-то умение очаровывать людей, завоевывать их расположение? Я фактически ответил на этот вопрос о ауре Ельцина. Вы знаете, не знаю, чем он меня очаровал, может быть, даже тем, за что его ругают. Потому что, ну вот почитайте сегодня интернет вообще. 70-80% это враждебных по отношению к Ельцину публикаций. А чем я больше читаю, тем больше он мне нравится. Ельцин никогда за всю мою память, как бы его там какими стараниями не подпоили, не упоили, он не менял точки зрения и не подчинялся вот тем, кто его хотел совратить на свою сторону. А я многое видел. Старания были сумасшедшие. И даже в Минске, в общем, получалось так, что ну, я был хозяином встречи, вот, понимаете, я там не мог за всем... Умудрились как-то провели... Ну, там же все, тут Назарбаев подойдет, Каримов подойдет. Ну, Ниязов, правда, не очень, я помню, что подходил так. Ну, все остальные, значит, подойдут, выпьют, закусят. И со всеми Ельцин, значит, причастится. А после этого хотят его обрабатывать в свою сторону. А он как глыба. Никуда. Даже не может выйти на пресс-конференцию. Малоподвижен. Но сознание чистое. Никаких деформаций, никаких избыточных эмоций. И надо только заботиться, чтобы журналисты не увидели. А как в вашей республике воспринималась ситуация после путча, вот в этот период между провалом путча и Беловежской пущей? Вы знаете, я боюсь, что я не осознавал, как это воспринимается. Получилось, что когда я стал председателем Верховного Совета, я контачил фактически со своими старыми университетчиками. А в университете было восприятие Ельцина великолепное. Понимаете? Просто великолепное. Вот. А вот партноменклатура, ну, они его поругивали, предавали. Вот. Понимаете, притом каким-то таким недостойным образом. Коржаков мне говорит: да я за Бориса Николаевича жизнь отдам. Рудской: да я за Бориса Николаевича там... А потом посмотрите, какую гадость. Вот собрать всю мразь и написать омерзительную книжку. Ну, а второй тоже, значит, там лыка не вяжет в том, что такое экономика рыночная и прочее, но будет осуждать Гайдара и других сообщников Ельцина. Понимаете? А Ельцин был бы... Я вообще не знаю, кого Ельцин осуждал. Понимаете? Он, значит, работал так, вот кто работает, это хорошо, кто не работает, отодвигается потихоньку. Притом некоторые светлые личности. Иногда вынужден был. Я, например, хорошо понимаю, я должен был на него бы зуб наточить за то, что он там правительство во главе с Примаковым создал. А хода иного не было. Понимаете, не было хода. Левые силы тогда так же... И это был разумный политик, который ради вот доброго дела для России, я считаю, что болел Россией Ельцин, понимаете, болел Россией, и по-русски болел, понимаете, по-русски болел, до большой пьянки болел, по-русски. И он всегда находил достойный ход. Ну, расскажите, пожалуйста, про Беловежское соглашение. Как это все происходило? Вот тут, если можно, поподробнее. Интересно, как это все было. Ну, значит, я вам уже рассказал, как я пригласил Ельцина. Потом, когда мы начали созваниваться, у нас возник вот какой вопрос. У нас одинаковые интересы с Украиной. Давайте будем честными, мы так у себя подумали. Давайте не будем создавать взаимную конкуренцию, пусть там меньше даст Украине, больше даст нам. Давайте по-честному соберемся. Украина нуждается в том же, в чем мы нуждаемся, и Беларусь.
И возник вопрос, чтобы пригласить Кравчука. Мой премьер позвонил Фокину. Я с Кравчуком не был так близко знаком. Значит, позвонил Фокину, это премьер Украины. Премьер Украины переговорил с Кравчуком. Кравчук выразил желание, но после выборов 1 декабря в Украине. И 1 декабря Кравчук был избран, но мы уже договорились к этому времени, что встреча будет 7 декабря. И вот все, договорились, но сказали так, что знаете, что у нас много вопросов. Мы абсолютно не думали разрушать союз де юре, так, абсолютно никто об этом не думал. Много вопросов есть, экономическое взаимодействие и прочее. Давайте соберем такие представительные делегации, которые бы на месте закрывали все вопросы. Чтобы не надо было потом там протокол о намерениях, потом еще какую-то чертовщину. И, в конце концов, мощные делегации всех сторон приехали в Украину. Ельцина подвела его команда, малограмотная исторически. Потому что Ельцин приехал, чтобы выступить перед этим на Верховном Совете БССР, Беларуси, и ему вручили грамоту, которую он должен был, как большой подарок, вручить Белорусскому Верховному Совету. Но у нас были замечательные историки в Верховном Совете, в белорусском, так? Они сразу осознали, что это... А грамота великодержавная такая, которая утверждала диктат России по отношению к Беларуси. И наши вдруг как вспрыснули, понимаете, все, что как это вот президент России, что он привез нам... И сколько я там не говорю, да впервые 12 июня вот этого года избран президент России, никогда ничего не было. Никто меня слушать не хочет, и мне уже выступать за него, это значит идти против своего Верховного Совета. И Ельцина освистали, понимаете, у нас после выступления на Верховном Совете. Я после этого не могу его найти, а это 7 декабря 91 года. Он куда-то уехал, тут прилетает Кравчук, я его должен встретить, я его встретил. Я говорю, Леонид Макарович, навязался к нему в самолет, не хотел своим лететь. Мы полетели туда, и там уже встретились с Ельциным. Там как-то все отошло, Ельцин вроде бы так и не вспоминает. Ну, и все пошло нормальным своим чередом. Но у меня все время опасение, что мы, в общем-то, обидели моего кумира, понимаете, в чем дело? Но если я где-то буду сейчас проявлять что-то в его защиту, так меня тут осудят и некуда будет деваться. Но так постепенно все уравновешивается, и мы собрались. И вы знаете, здесь я не раз уже об этом говорил, здесь понимаете, у меня произошел перелом внутренний. Я всегда не любил советских философов. У меня, кстати, никогда ни одной четверки не было. Все только отлично были по общественным наукам везде, где я учился. А по физике бывали и четверки. И тут вдруг, когда мы все собрались и начинаем рассуждать, что мы есть и что можем согласиться, Бурбулис решил выступить. Я думаю, этот марксист-ленинец ничего путного не скажет. И вдруг он говорит, а не согласитесь ли вы подписать такую фразу «СССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование». Вы знаете, я был в шоке. В шоке. Я бы хотел придумать такую фразу. Я не в состоянии был что-то вот такое подать. И я когда это услышал, я говорю, я подпишу. Понимаете, еще никто пикнуть там не успел. Я подпишу. Поэтому это фактически была моя мечта, которую я не мог так изящно сформулировать. С той поры, кстати, обожаю его. Вот. И все остальные говорят, что подпишут, согласны подписать. Вот так началось Беловежское совещание. А вот здесь уже... То есть Бурбулис эту формулировку в самом начале предложил. Да, вот тогда, когда мы все собрались, в общем-то, я бы сказал, верхушки всех делегаций. То есть первые лица, вторые лица, еще там министр иностранных дел в резиденции Ельцина. Там примерно 3 одинаковых резиденции, но она может чуть-чуть лучше, чем вторая и третья, практически такие же, но она иной дизайн там. И когда все в это собрались, все тут начали говорить, что это так правильно, такой гамма, это так, это лучше, а может... И тут Ельцин, понимаешь? И говорит так, ребята, это
то, что надо. Но это я передаю примерно, но эмоционально так. Это голая кость. На нее нужно насадить мясо и снова. Понимаешь? Все затихают, как он врежет, это понимаешь. И говорит так, надо, чтобы были те позиции международных отношений, чтобы не возник никакой вопрос о том, что мы тут хулиганим, что мы разрушаем, чтобы не было вопроса о том, что будет с ядерным оружием. Короче говоря, составил программу действий, создаем команду, даем им ночь в соответствии с предложениями Бориса Николаевича разработать проект постановления. И вам ночь на это, притом так решительно. И Ельцин там Козырева, Гайдара. У нас Гайдар на побегушках был, представляете? Представляете, вот какого уровня было совещание. Ну, еще там Шахрай очень прилично работал. Еще там были и от других. И вот им ночь, и где даже пишущую машинку нашли, чего у нас не было. Кебич предусматривал встречу, он думал, что будет большая попойка, как всегда на цыковских мероприятиях. А тут попойки нет, есть дело. И, значит, утром они предложили проект нашего постановления о создании Содружества независимых государств. Притом сначала говорилось ССГ, Содружество суверенных государств. Тут Ельцин говорит, хватит СС. Было, говорит, КПСС, СС, СССР к чертям. Вот без всяких СС. Содружество независимых... Это его фраза, его утверждение. Ну вот предложили проект из 18 статей. В преамбулу вошли те слова, которые я назвал, то, что сказал Бурбулис. И преамбула не вызвала никаких вопросов. Мы ее сразу приняли. А дальше все остальные статьи были как-то деформированы, пока мы не приняли их консенсусом. Так, то есть первые и вторые лица от вот этих трех субъектов. И превратилось в 14 статей. Все постатейно были приняты консенсусом, все вместе было утверждено. И к середине дня, так часам к 15, мы были готовы публично подписать вот это соглашение. Оно в той форме существует сейчас. Соглашение о создании Содружества независимых государств. Это тоже, кстати, мы и сами были пропитаны таким подходом, но Ельцин сказал, что было созидательное начало, нечего там рушить. Создаем как можно более... Я вот как-то, может быть, даже я сейчас немножко, вы знаете, логизация событий происходит, все-таки более 20 лет прошло. Может быть, я что-то там не так детально приписываю ему, но то, что на эмоциональном подъеме и по существу, по смыслу это было так, это однозначно. То есть вы не воспринимали распад Союза как такую трагедию, да? Ведь страна, в которой вы родились, все-таки распадается на куски. Видите, здесь же была страшная вещь. Мы, когда туда ехали, правда, не все, я потом понял, что многие... Во мне сохранялось очень мерзкое качество. Я был по существу научным сотрудником. У нас в физике, если вы цитируете чье-то достижение по ссылкам, где уже другой упрощенно его описал, доходчиво, это считается ширпотребом. То есть это, в общем, это поганый физик, если он не понял первичную работу. И я, когда ехал в Беловежскую пущу, я оценивал ситуацию вот в мире, то интернета не было. У меня пресс-служба была хорошая, и очень хорошие были помощники, интеллектуалы. Из университета я их потащил. И, понимаете, я знал, что говорит, Буш, и об этом все знали, что, не дай бог, сепаратисты не должны восторжествовать, это нельзя делить союз и прочее, прочее. Я знал, что говорит Миттеран. Значит, будет анархия, разбор. Понимаете, здесь был у меня был страх от того, что мы можем замахнуться на Советский Союз. Поэтому я боялся прикоснуться к этому вопросу. Но я дальше понял, что, к счастью, не все это знали. Они потом это узнали. Понимаете? И тут мы взяли и резанули так вот, давайте де юре. Притом, вот я хорошо понимал, что мы действуем легитимно. Это я хорошо понимал. Потому что фактически собрались все оставшиеся юридические лица, которые создавали Советский Союз. Так?
Это Россия, Украина, Беларусь, а Закавказская Федерация была ликвидирована, и правопреемника у нее не было. Поэтому все, начало. Ну, а там, что ускоряются сроки, там был определен порядок распада, форс-мажорные обстоятельства. Нельзя безопасности государств и людей ради это можно поступить. Поэтому здесь все абсолютно легитимно. И вот, ну, вот так и приняли. Но эмоционально вы не жалели о том, что Советский Да Союз нет, я развалился? Значит, я горжусь только одним делом больше, чем подписанием соглашения о содружестве независимых государств. Я там же, в Беловежской пуще, там же после подписания сказал: Беларусь согласна вывести со своей, ни с кем не согласовывая, кстати, вопрос, ядерное оружие без компенсаций и без всяких предусловий. Понимаете, я, в отличие от остальных, был физиком. И кое-что я понимал в ядерной физике, хотя бы потому, что 20 лет заведовал кафедрой ядерной физики. Я понимал, что такое это оружие на территории Беларуси. Если вдруг конфликт, то Беларусь перестает существовать как нация, потому что надо уничтожать вот этот плацдарм. На поверхности до черта этих ядерных боеголовок, которые можно, и ракет, которые можно уничтожить всю Европу. Так вот, то, что я провел все необходимые действия, чтобы это оружие было выведено, вот это я считаю своей большей заслугой, чем подписание Беловежского соглашения. А как в республике народ воспринимал распад Союза? Как народ обманывают, так он и воспринимает. Значит, мое понимание этого вопроса, может быть, тогда оно было не таким. Понимаете, у нас больное общество. Оно больно империализмом, царизмом, большевизмом и прочими измами. И люди хотят хорошо жить и быстро, чтобы наступило хорошо. Если им добросовестный политик пытается объяснить: ребята, давайте сделаем, чтобы было по-настоящему хорошо и надолго, они этого не воспринимают, потому что они приучены к тому, что вот были там годы, их именовали там восстановления, созидания, там расцвета. Понимаете, они приучены к этому. И если, допустим, народ Польши удалось мобилизовать под лозунг Бальцеровича, что, ребята, если хотим жить хорошо, надо настроиться, перетерпеть переходной период. Переходной период, к чему бы мы ни шли, всегда тяжелый. Давайте переживем этот период шока, потом переживем период терапии и будем жить хорошо. И результат налицо. Сегодня по ВВП, там, по всем показателям, по правовым, по свободе предпринимательства и прочее, прочее, ну, Польша так опередила Беларусь и вообще все постсоветские республики, что сравнивать невозможно. Я бываю там, я читаю лекции в польских университетах. Вот. А у нас настроить людей так нельзя было. И популисты, что они сказали? То все мы завтра, тут эти же, демократов, как только не ругали. А они ведь хотят, а ведь это так просто сделать. Я гарантирую, что будет так, 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 так. Эти гарантии до сих пор не выполнены. И мы, в общем-то, отстаем. Понимаете, у нас нет правдивого духовного единства. К сожалению, господствующее православие, вы меня простите за это, оно далекое от истинной духовности. Оно должно было бы, в Беларуси большинство православных, про Россию и говорить не будем, так? Вот. Оно должно быть мобилизовано. А у нас фактически это политический отдел правительства. Я иначе, простите меня здесь за откровенность, патриаршего экзарха нашего не воспринимал, и патриарха иначе не воспринимаю. Секретарь ЦК Российской Православной Церкви. Потому что с такими призывами обращаться, в общем-то, ну, вот сегодняшняя ситуация в Украине. Общие разговоры о том, что давайте жить в мир, да это кот Леопольд. Понимаете, это не великий патриарх, который должен сказать, что ищем искренние пути. Опасность ведь страшная.
опасность страшная вот эта. Просто призывать к этому единству и говорить, что православие всегда было прекрасно. Православие тоже пережило все, что хотите, вот, и переживает еще сейчас. Вот, то, что, допустим, протестанты и католики пережили существенно раньше, так? Нет этого призыва вот, к искренности, к искренней духовности, к терпению, к взаимопониманию по душам. А есть лозунг, вот как с трибуны ЦК КПСС. Я не вижу. А поляки, понимаете, они в свой костел верят. А прибалты, они в свой протестантиализм верят. А литовцы в свой католицизм верят. Вот вам и получилось, что у них было вокруг кого духовно объединиться. А здесь доверия нет. Потому что, русское искусство показало, какими могут быть духовные деятели на Руси. Понимаете? Вот. И что ж, там как проклят Лев Толстой и прочее, прочее. Им виднее. А вот в тот момент, когда вы подписывали соглашение, у вас не было ощущения, или понимания, что вот, физик-ядерщик Шушкевич и там, философ Бурбулис что-то там подписывают, создание каких-то демократических государств, но реальной базы под этим нет, потому что народ-то совсем другой, и он, совсем не Нет. готов ни к каким Вы демократиям. знаете, во-первых, у меня была такая привычка. Я был проректором университета по научной работе, но главное, что я оставался заведующим кафедрой, и преуспевающей кафедрой. И мы иногда брались за работу. Вот там это сейчас показывают, мозговой штурм, собирают, по телевизору показывают. У нас было так: ребята, вот есть такая задача, давайте мы сейчас подумаем, можем ее решить? Можем. Простите за откровенность, ни одна бутылка водки была выпита для того, чтобы придумать, как можно решить. И, наконец, мы находили. И тогда уж так, давайте вкалывать и делать. И здесь, раз мы договорились, я считал так: моя задача реализовывать то, что мы подписали. То есть я подписал, я сказал, что я за, и вот я еду из Беловежской пущи и думаю, нифига себе. Завтра, значит, мне нужно доложить парламенту, а там 82% коммунистов скажут, куда тебя понесло-то. Сейчас отбросят, и все. И конец. И еду и думаю, как это вот им лучше подать, как что. И здесь полная неожиданность. Я думаю, что влияние Ельцина оказалось таким дистанционно очень сильным. Я выношу на ратификацию один голос против. Это Тихиня Валерий Гурьевич у нас был, мой коллега по университетскому корпусу, профессор, юрист. Но он, понимаете, достиг статуса второго секретаря ЦК Компартии Беларуси. Ему было очень досадно расставаться со своей великой должностью. И он открыто выступил против. По-своему достойно обосновал. Я очень его уважаю за достойное обоснование. Хотя я считаю, что там юристы всегда крутят как в свою пользу. Вот. А все остальные за. И такие хвалебные речи, что уже дальше не к чему, мы все правильно сделали. Более трусливой породы людей, чем коммунисты советские, я не знаю. Это они восславили там, что коммунисты вперед, что это все выдумки, как я говорю, попов и марксистов. Вот. Были, конечно, истинные коммунисты и гибли за эту идею. Мой отец, 20 лет отсидев в Сибири, за год до смерти, может, чуть-чуть усомнился в правильности коммунистических идей. Говорил, идеи прекрасные, но слишком много подлецов затесалось в то, чтобы эти идеи проводить в жизнь. Они тянут на себя одеяло омерзительно. Говорит, надо, чтобы в партии были честные люди. 20 лет отсидев в Сибири, он вернулся и вступил в партию, в КПСС. Мгм. Перезаряжаемся, да? Мгм. А можно ли было что-то сделать, чтобы предотвратить такой скорый реванш? В то время, когда мы собрались в Беловежской пуще, да более того, э, после августовского путча
Я считаю, что сохранить союз в более плотном варианте было невозможно. Притом это была категорическая ошибка Михаила Сергеевича Горбачева, э, который хотел опираться на результаты так называемого референдума 17 марта, и который фактически, может, он даже не думал, что он лжет, но, понимаете, но который фактически был увлечен утопической идеей. Он же вообще думал, что он очаровывает мир заявлением там о гласности, о справедливости. Он приезжал в Вильнюс и думал, что с ним там целоваться будут. И говорит, мы не хотим этого. Понимаете, и вот если бы в марте встал вопрос, 91 года, встал вопрос о конфедерации, то я думаю, что это было бы счастьем для всех сторон. Но честной конфедерации, когда, в общем-то, хорошо расширены права регионов, но тогда на, так сказать, ну как там назвать, кантоны или федеральные земли в конфедерации претендовали бы еще многие автономии России, там, допустим, Татарстан, Башкортостан, там, и многие. Я думаю, что тогда можно было бы сделать гораздо более плотное объединение. Гораздо более плотное объединение. Во всяком случае, достигнуть единства во внешнеполитических вот делах можно было. Но Горбачев же хотел чего? Он хотел это назвать по-новому, а править по-старому. В общем-то, оставаться президентом СССР, ну, а фактически делать президентское государство с его-то способностями, куда уж там. Его как перестали там учить Тэтчер, Рейган, и когда он перестал прислушиваться, в общем-то, к российским архитекторам перестройки, я даже не хотел бы их перечислять, они не очень, но они изумительны были. Они, вы знаете, мыслящие люди были на Руси. Можно было это сделать хорошо, как-то там собрав действительно мыслящую элиту. Но это противоречило интересам тех, кто хотел трансформироваться в олигархи, скажем так, можно так называть. Поэтому момент этот был упущен, и надо было делать то, что можно было сделать в это время. По-моему, мы это и сделали. А вот после Беловежского соглашения в Беларуси реакция произошла достаточно быстро. Возможно ли было предотвратить этот откат назад? Думаю, что нет. Вы знаете, если говорить обо мне лично, да что вы, сохранить власть можно было элементарно, никаких проблем не было. Но нужно было становиться негодяем и подлецом и нарушать Конституцию и законодательство. Я был приучен к университетским порядкам. В общем-то, как-то мы... Там не так сказывалось, понимаете, везде правила партноменклатура. В университете в некой мере тоже да, но правил здравый смысл. Понимаете, нельзя стать кандидатом математических. Я уберу слово наук, в общем-то, не зная азов математики. А первым секретарем райкома или горкома, или ЦК даже, могли стать, посмотрите, перлы у нас были там. Я не хочу называть здесь просто фамилии, потому что одну назовешь, а десяток еще хуже, понимаете? Были люди фактически политически малограмотные, для которых было одно – план любой ценой, и марксизм всесилен, потому что он верен. Вот. Поэтому вот такой путь для меня был неприемлем, и соглашаться с враньем, с нарушением законодательства, то есть пойти против того, за что сам боролся, для меня неприемлемо. А не было мысли, что, может быть, стоит пойти на это ради того, чтобы раздавить вот это тоталитарное прошлое до конца? Нет. И критерием того, что раздавить до конца невозможно, это я уже хорошо понял. Понимаете? Ведь это не вина большинства людей, что они мыслят по-сталински. Это их беда.
они, они приучены к этому многолетней пропагандой. Понимаете, многолетней, тщательно продуманной, и у которой была своя мифология, своя написанная, в общем-то, псевдоистория и так далее, и так далее. Сейчас невозможно от этого отвыкнуть. Даже в этих условиях сохраняется. Ну, я не хочу здесь говорить о российских порядках. Во всяком случае, у нас ни демократией, ни выборами не пахнет в Беларуси, так? Вот. И когда вам рассказывают сказки о белорусской экономике, то я вам приведу только один пример. Вы сейчас в России переживаете, что у вас доллар был 30, а сейчас 36, так? Рублей, да? А если вы учтете, что белорусский рубль и российский рубль происходят от одного советского рубля, и сейчас, если посчитать правильно с деноминацией, учесть, что белорусский рубль обесценился по сравнению с российским рублем, я подчеркиваю, с российским рублем в 3000 раз, вы поймете, какая экономика Беларуси. Это только белорусы могут это терпеть и выживать в этих условиях. Мгм. Хорошо, давайте про Ельцина поговорим немного. А нет, давайте чуть-чуть про СНГ. Вы застали встречи СНГ какие-то, или это уже после вашего ухода в основном происходило? Да, я во многих встречах был, и в Минске проводил встречи. И был единственная встреча, от которой я убежал, которой я избежал, это была встреча в Ашхабаде. Она была в самом конце 93-го года, потому что я очень хорошо знал, как-то не странно, в общем, наша служба безопасности, ее часть, во всяком случае, белорусский КГБ, он мне дал четко понять, что если я уеду на эту встречу, то тут меня отодвинут, и будь здоров, так? И меня уже летом должны были 93-го года отодвинуть, но 6 голосов не хватило при голосовании. А я хотел провести визит Клинтона в Беларусь, понимаете? Поэтому я сделал совершенно неожиданный шаг. Я заявил о том, что я не вполне здоров. Это вообще так и было. И что я назначаю председателем белорусской делегации там, Кузнецова, своего первого заместителя, но моего политического оппонента и врага, и остался в Беларуси, что поставило в очень трудное положение всех, которые, значит, вот бы меня завтра сняли, и те поехали, красовались там. А я в это время все сделал, чтобы состоялся визит Клинтона, и он состоялся 15 января. Вот. А после этого мне уже было хоть потоп. Мгм. А расскажите, как вот эти встречи СНГ проходили? Они проходили категорически иначе, чем Госсовет Горбачева. Ну, это фактически был такой же орган, только уже Госсовет Горбачева проходил так. Горбачев пришел с документом. Если с ним кто-нибудь не согласен, это его проблемы. Значит, и мог быть принят только такой документ или никакой иной. Как, например, в Новоогарёво 20 октября 1991 года никакой иной не был принят. На Госсовете были некоторые, в общем-то, достаточно серьезные дела. Были проекты решений, но они деформировались непосредственно на Госсовете. На встречах СНГ. Да, на встрече СНГ, да. Вот, на встрече СНГ. И могли быть, так сказать, правки подходов, могли быть, в общем-то, нормальная дискуссия. А можно я вас попрошу склеить это в одно предложение, что на встречах СНГ... На встречах СНГ был совершенно иной подход. Здесь по-деловому обсуждались, в общем-то, проекты предложений, собирали всю необходимую информацию для проведения очередной встречи. Допустим, встреча в Минске я собирал со своими экспертами, коллегами. Встречи в других местах, все основные документы собирали там, где был, допустим. И потом на самой встрече могли быть коррекции, уточнения формулировок, отклонения каких-то позиций, несогласия. То есть они проходили по-деловому. И работал уже аппарат СНГ, понимаете, ведь фактически то, что мы называем секретариатом СНГ,
Поначалу был действительно секретариат СНГ, и он был в Минске в соответствии с Беловежским соглашением. Но когда экономический комитет был перенесен в Москву, ну, все, снова центростремительные силы победили, снова все, Москва стала центром. То есть демократизация отошла на второй план. И уже, ну, когда уже здесь запели гимн Советского Союза в России, то уже стало ясно, куда мы плывем. Во всяком случае, Борис Николаевич рулил в другую сторону. Вот он хотел истинно российских символов, понимаете, вот истинно российских символов, и находил в российской истории то, и в российском искусстве то, в общем, что должно было бы мобилизовывать россиян на добрые отношения между россиянами различных национальностей. Так вот, при Ельцине, да еще некоторое время, может, и по инерции потом, встречи с СНГ были деловыми, продуктивными, но после переноса экономического комитета в Москву никакие вопросы. Только благодарить и кланяться можно, понимаете. Я как послушаю, иногда прет вот такая, понимаете, политическая малограмотность от новых лидеров. Я однажды, не буду называть фамилии, кто новый появился, он говорит, тот, кто хочет возвратить СССР, не имеет ума. А тот, кто не жалеет там о том, что не имеет сердца, что СССР пропал. Но, понимаете, нельзя фразы великих политиков, это черчиллевская фраза, нельзя фразы великих политиков трансформировать, в общем-то, в угоду. Нельзя иметь таких советников убогих, которые тебе могут дать совет, когда ты, в общем, не прочел каких-то ординарных книг по истории великих политиков. Понимаете, а на СНГ это звучит. И вот это раболепие, коленопреклонство. Слушайте, я Молдовой начал гордиться. Они-то себя лучше ведут, чем среднеазиаты все вместе взяты. Так что это уже центр разумного, умеренного верноподданничества России. А вы считаете, СНГ послужил какой-то стабилизирующей платформой в этот переходный период? Я думаю, не только послужило, но еще даже в таком извращенном, деформированном виде еще пока продолжает служить. Вот. Можно я вас опять попрошу склеить это в одно предложение? СНГ не только способствовала цивилизованному разводу бывших республик Советского Союза, новых субъектов СНГ, но и продолжает эту службу, потому что если все-таки возникают острые вопросы, то есть ссылки на СНГ. Посмотрите, сколько было создано потом менее субъектных, то есть с меньшим количеством участников объединений. Я там даже перечислять их не буду. Сейчас там таможенный союз, там и прочее, прочее. И они, понимаете, были чисто навязаны политически. И они приказали долго жить. Их фактически... кто там сейчас за таможенном союзе? Да у него больше сложностей, чем выгоды для каких-то... Да для той же России, понимаете? Но политически это просто звучит красиво. Я думаю, что подталкивание Украины в таможенный союз привело к тем сложностям, в том числе и это, привело к тем сложностям, которые мы имеем в Украине. А СНГ не привело к тем сложностям, которые мы имеем в Украине, потому что, заметьте, ведь мы иногда не обращаем внимания на ту содержательную часть соглашения о содружестве независимых государств, где Россия ведь фактически признает независимость своей колонии Украины, и Россия фактически признает независимость своей колонии Беларуси. Потому что с 1794 года, после Третьего раздела Польши, Беларусь была колонией России, граничащей с ней. А здесь величие Ельцина в чем состоит? Он ставит подпись, что это мы, там,
независимое государство собрать вместе. Понимаете, это фактически для меня, как для белоруса, понимаете, это, во-первых, мое достижение, что без капли крови мы становимся де юре независимым. А во-вторых, это величие президента Ельцина. И это правда, он не врал. Он говорил, берите демократию сколько хотите, берите свободу сколько хотите. Но как бы подчеркивал, в том количестве, в каком сумеете справиться. Вот. А дальше задумайтесь, тянете ли вы настолько, чтобы эта структура была воистину демократичной, воистину независимой. И понимаете ли вы, что вам еще к этому долго идти? И он не опускался для того, чтобы вот объяснять то, что я сейчас объясняю. Понимаете, он делал заявление, он был могуч, вот, он велик был. Это, кстати, первый законно избранный президент России за все время существования России. Ведь Россия-то опиралась всю свою жизнь на приглашенных предводителей. 862 год. Новгородское вече. Править не можем, давайте позовем Рюриков, пусть правят. Вот. А этот, говорит, первый российский настоящий президент. Можем править, будем править. И правил. К сожалению, дальше не знаю, как так получилось, но линия не та. Давайте вернемся в Беловежскую пущу, когда вы побежали за Горбачевым. Расскажите. Это в Новоогарево. Да, в Да. Новогорево, да, на Госсовет. Расскажите поподробнее. Вот вы с Ельциным догнали его. Пожалуйста, с удовольствием расскажу подробно. Мы с Ельциным шли. Я нашел время, чтобы сказать ему, что очень буду рад видеть его в Беловежской пуще, что я искренне был в восторге от того, что там нас окружало, золотая осень. Но я говорю, у нас тоже очень красиво совсем другое. Ну и потом, значит, для меня ведь Новоогарево – это совершенно неизвестная вещь, а Ельцин там ходит, он все это знает. Я удивлялся, как он туда-сюда. Нашли Горбачева. Горбачев стоит за большой вазой замечательных фруктов. Это сейчас мы можем купить все в магазине, а тогда так еще был большой дефицит, где найти виноград или апельсин или банан. Там это все, значит, стоит. Достает бутылку коньяка, как будто мы с ними не ссорились, как будто мы ничего с ними не говорили. Наливает, значит, хорошо помню, отборный 5-звездочный. Мне 3 звездочек всегда вот так хватало, мне очень нравился. Выпиваем по рюмке. Ну, простите, может быть, по 2-й, по 3-й, я не помню, как так. И потом идем, как мирные люди, обратно возвращаемся на Госсовет. Госсовет продолжает свою работу, ничего не решает. Но благочинно все выглядит, все разъезжаются. У вас никакого разговора за рюмками не состоялось? Нет, о взаимоуважении великое... Ну, знаете, вот те банальные разговоры, которые бывают, значит, на низком уровне, это ты меня уважаешь, а на этом уровне, глубоко уважаемый Михаил Сергеевич, возможно, мы не очень корректно и более не столь деликатно, сколь подобает в присутствии президента и под руководством президента СССР сделать заявление, сделали. Вы уж нас простите, но Госсовет же не может без вас продолжить работу. Все это было облечено в достойную форму, заедено виноградом и запито отличным отборным армянским коньяком. Угу, хорошо. А давайте тогда 2 слова про Ельцина. Как вы сейчас оцениваете его историческую роль? Я думаю, что он обеспечил для себя такой статус, вот избрание 12 июня 1961 года, когда не нужно было применять... 91-го. 91-го. 91-го, да, 12 Вы июня. сказали 61-го. Я думаю... извините. Давайте сначала начнем со Так. слов Бориса Николаевича или Ельцина. Я думаю, что Борис Николаевич велик в том, и это его величайшая заслуга, что по очень извилистым путям,
буквально по труднейшим путям, с великим количеством препятствий и с великим количеством предательств на этом пути. Он достиг того положения, что мог быть искренне открытым, откровенным и зажигать вот этой своей правдивостью остальных и вести Россию к существенно более приличному будущему, чем вели до него люди, которые лгали, обманывали, обещали. Он мог быть откровенным. Понимаете? Он велик в искреннем отношении россиян к людям других национальностей. Посмотрите, год назад в Таллине на пожертвование эстонцев открывают барельеф Ельцину. Барельеф Ельцину. Эстонцы кланяются, молятся на него. Он позволил избежать побоища там. Там ведь Псковская дивизия высадилась и должна была по Горбачеву, который сказал: эстонские товарищи, ведь что они делают? Они допускают наличие частной собственности, понимаете, на землю. У тебя уже все понимают, что она должна быть, а ты еще не понимаешь, сидя наверху этого Советского Союза, да? Помолчал бы хоть на эту тему. Эстонские товарищи, вот такие товарищи позволили. А Ельцин понимал, и таких вообще нелепостей никаких не допускал. И я сейчас бываю у прибалтов, эстонцы, светлая память, латыши, светлая память, понимаете, приехал, подписал соглашение, говорит, давайте искать мирные пути решения. Мирные пути решения. А сравните, что было в Вильнюсе. Приехал Горбачев, да мы же друзья, братья, целоваться давайте. А там побоище устроилось. Вот, а Ельцин нормализовал. Он был велик в своей правдивости. В своей правдивости вот по отношению к прибалтам и к другим народам СССР. И я вам скажу, СССР, ну, в общем, скажем, России, этот путь более трудный. Этот путь очень трудный. Потому что, ну попробуйте вы даже с российской интеллигенцией решить вопрос, там, злой чечен ползет на берег, точит свой кинжал. Понимаете, в чем дело? Ну, как быть в этой ситуации? Ведь многие осуждают там Ельцина за чеченскую войну. Будем говорить, первое, второе, за договоренности. Но ситуация настолько сложная. Я не думаю, что он бы нашел такое решение дать человеку право на беспредел, чтобы править вот этим участком. Какая там перспектива на будущее? Задавленность, убитость людей не может служить. Трудно иным способом решать этот вопрос. Это царь с Шамилем решал такой вопрос. По-царски. А здесь можно было бы поискать путь иной. Так вот, Ельцин искал достойные пути решения вот этих вопросов. Не всегда удавалось находить, не всегда опирался на тех, кого надо. Но посмотрите, какие яркие личности при нем всплыли. Хотя бы тот же Лебедь. Понимаете, в чем дело? Или ситуация с путчем в Москве. Гениальное решение нашел. Понимаете, он назначит себя главнокомандующим войск России. И никто не изменяет присяги, и, в общем, не начинается. То есть он был человеком гениальнейших находок. И об этом никто не говорит. Все говорят, вот пришел новый, значит, тут пенсию стали своевременно получать. Да это уже было подготовлено всем предыдущим. Поэтому нельзя о нем забывать. Меня не перевоспитать. Для меня Ельцин велик. И да, я горжусь тем, что я его знал. Вот, и что никогда не подвел. Станислав Станиславович, спасибо огромное.